Весной 2022 года, сразу после первого оскала Запада санкциями в нашу сторону, президент России Владимир Путин в очередной раз произнес весьма важную мысль. Новыми векторами развития нашей страны должны стать Восток и Юг. Да, не первый раз. Просто так сложилось, что далеко не всегда наше многоуважаемое и многомудрое правительство прислушивается к словам президента. Правительство в этой избирательной невнимательности далеко не одиноко. Вы, уважаемые зрители, в качестве эксперимента можете вот прямо сейчас пролистать сайты наших центральных СМИ и обнаружить, что новости на 90% касаются того, кто, что, когда и в какой компании сказал на европейской арене. Может быть, Трамп сказал, его компания. 5% придется на телетайпные известия из степей Северного Причерноморья. 4% на новости Ближнего Востока. Оставшиеся закоулки сайтов – это про саму Россию и про Юго-Восточную Азию. Так сложилось, так повелось. Как Петр I окно в Европу прорубил, так наши газетчики в него по пояс и влезли, демонстрируя нашей собственной стране свою филейную часть. Разворот в правительстве начался, идет активнее. Журналисты сумели найти на карте Северную Корею и выяснили, что смеяться над всепобеждающими идеями Чучхе получается уже так себе. Самые отчаянные из мастеров пера позволяют себе еще и про наши бывшие республики Средней Азии и Закавказья несколько слов. Обычно во время правительственных и государственных визитов разного уровня. Еще раз повторю, такая ситуация складывалась несколько веков. Это не проблема исключительно дня сегодняшнего. Сомневающимся рекомендую еще разок пролистать страницы «Войны и мира» и полюбопытствовать, все ли русские офицеры того времени достойно владели русским языком или ему французского хватало. Особо недовольным рекомендую вспомнить, из откуда на Руси появился марксизм. Любили мы европейские веяния и вольнодумство. И как знать, сколько времени потребуется, чтобы дошло. Не просто так на гербе России голова орла смотрит в обе стороны, и на восток, и на запад. Если без ехидства, то вот эта увлеченность именно Европой у нас имеет множество причин. Это ведь только в самом конце прошлого столетия мы выросли до парадокса 80% на 20 и 20% на 80. Раньше еще хлеще было. Я, разумеется, о том, что на 20% нашей с вами территории от Урала до Балтики проживает 80% населения. А от Урала до Тихого океана, то есть на 80% территории, только 20% населения. Были времена, когда на 80% территории и 5% населения с трудом набиралось, несмотря на Столыпинские реформы с раздачей огромных наделов земли в Сибири. Ну и тогда переселенцы шли прежде всего в западную часть Сибири, которую географы далеко не случайно называют Западно-Сибирской равниной. Мы не просто привыкли. Это в наших сказках, мифах, да даже в генной памяти. Русская цивилизация состоялась прежде всего на равнинах среднерусской возвышенности, которая является, опять же, на языке географов, частью восточноевропейской равнины. На востоке мы упираемся в Урал, одолеваем его у кряжи, и снова равнина, теперь уже западно-сибирская. Прежде чем продемонстрировать географическую карту России, позволю себе побаловаться кое-какими числами. С 2022 года площадь России, по данным Росреестра, 172 тысячи километров. Поскольку Россия женщина, а полнота многим из них идет. Мне, например, нравится, что она у нас поправилась на 135 тысяч квадратных километров. В хороших местах поправилась, в правильных, в красивых. Мы привыкли к своим равнинам, мы гордимся своими горами, интуитивно чувствуя, что у нас их совсем немного, не так ли? Кавказ и Урал – это всего 300 тысяч квадратных километров. Но давайте двигаться навстречу Солнцу. Алтай, Саяны, Байкал, то есть наша Южная Сибирь. Это еще 1 миллион квадратных километров горной местности. Да, из моего привычного занудства уточню, что расчет гор и горной местности идет по международно научно признанной полигональной маске GMVBA-V2. Продолжаем шагать на восток, в те самые регионы, которые относятся к Дальневосточному федеральному округу. Для начала мы уткнулись в южную часть Якутии. Я сейчас почти речитативом. Становой хребет, Алданское Нагорье, Юдомское Нагорье, юг Верхоянского региона. Еще 799 тысяч квадратных километров горной местности. Если идти вдоль Амура, мы, разумеется, попадем в Амурскую область. А это южная часть Станового хребта, хребты Тукурингский, Джагда, Янкан, Уркан, Зейско-Буреинское межгорье и Амуро-Зейская терраса. Еще 230 тысяч квадратных километров. Я напомню, что общая площадь Амурской области 364 тысячи квадратных километров. Горы – это только Кавказ, говорите? Ну-ну. Приморье и Хабаровский край. Это Сихота-Олень, Буреинский хребет и южная часть хребта Джукжур. Еще 650 тысяч квадратиков горной местности. Сахалина-Курилы. Тут немного по сравнению с материковой частью. Еще 90 тысяч квадратных километров гор.
Посмотрим севернее, как бы из Якутии в сторону Магаданской области, на Чукотку и на Камчатку. Колымский край, овеянный теми еще легендами. На фоне Магаданской области Кавказ становится так себе, слегка холмистой местностью. Колымское Нагорье, хребет Черского, Юдомское и Сетто-Дабанское Нагорье, Охота-Колымские и Сузуманские хребты, северная часть хребта Джукжур на границе с Якутией, на побережье Охотского моря хребет Хаблик, Узкая и Тайская гряды. Из 462 тысяч квадратных километров на долю гор и Нагорье приходится 400 тысяч квадратов, или 86% территории Магаданской области. Анадырь – это не только город и столица Чукотки, но еще и Нагорье. Камчатка – это Корякский хребет, на этом полуострове почти 90% горы. А вот после такого предисловия оценим физическую карту России. Думаете, все? Но у нас ведь еще арктический регион в запасе. Полярный и приполярный Урал, славный полуостров Таймыр, плато Буранга, Путурана, Сыверма и Лукунда. Острова на карте в Северном Ледовитом океане есть? Есть. Плюсуем Новую Землю, землю Франца Иосифа, Северную Землю. И это не мелочь ни разу, поскольку еще 1 миллион квадратных километров горной местности. Если по старорежимному относить к Дальневосточному федеральному округу Якутию, Амурскую, Еврейскую автономную, Сахалинскую и Магаданскую области, Хабаровские и Приморские края, Чукотку и Камчатку, то по общей территории и по горным местностям у нас получается картинка, разительно отличающаяся от традиционно обжитой части России. 6 миллионов 185 тысяч квадратных километров территории и 3 миллиона 590 тысяч квадратных километров гор. То есть горы тут занимают 58% территории. Вновь присоединенные к ДФО Забайкальский край и Бурятия еще жестче. 783 тысячи квадратных километров общая площадь, горы 570,5 тысяч квадратных километров или 73%. Российская Арктика – это 1,4 миллиона квадратных километров. Горы в ней занимают 900 тысяч квадратных километров, то есть 65%. Можно уточнять до запятой, но факт особо сильно не изменится. Наш Дальний Восток, Арктика и Приполярье на 2/3 вовсе не тундра, а горы, горы и еще раз горы. Ну а поверх всего этого резко континентальный климат, 50-градусные морозы зимой, которая длится по полгода и больше, полярная ночь в несколько месяцев. Мне кажется, этого вполне достаточно. Вековечная борьба за полное освоение Арктики и Дальнего Востока – это вовсе не признак лени и отсутствия настойчивости у наших предков, собравших воедино нашу огромную страну, а объективные факторы. Здесь сложно, трудно, а с тем уровнем развития, который имелся в наличии до второй половины 50-х годов прошлого века, трудно до невероятия. И то, что у нас здесь выросли города, были построены Транссиб, БАМ и Малый БАМ, так называют, напомню, меридиональный отрезок железной дороги от Тынды до Неринги, подвигом называют не для красного словца, это чистая правда. Удивляться надо не тому, что тут плотность населения низкая, а что здесь построено Якутск и Хабаровск, Владивосток и Благовещенск, Норильск, Анадырь, Певек и сотни населенных пунктов менее крупных. Дороги турили и города строили в этих краях при всех властях, которые Россия имела. При царях, при советской власти и после нее. Знаете, когда я вижу заунывные комментарии про Юру и полимеры, я даже не раздражаюсь. Мне искренне жалко этих комментаторов. Они либо чужую денежку отрабатывают, либо умом скорбны настолько, что согласны с чудовищной по своей тупости песней с припевом про Россию от Волги до Енисея. Да, в этих границах песенных две наших равнины, самая обустроенная часть нашей Родины, самые обжитые, самые родные. Город для нас – это всегда фронтир, всегда напряжение, но напряжение разное. Кавказские горы – войны и стычки, в том числе и в 21 веке. Урал сшивает две равнины, он хребет России, но на севере своем уходит туда, где уюта нет и в помине, в Арктику. И это как предвестник, как предзнаменование гор Дальнего Востока и Арктики, где фронтир прочертила сама матушка природа, борьбу с которой с наскока выиграть не получится при всей нашей молодецкой удали. Для географа и бюрократа горы тут невысокие, он же все от уровня моря измеряет. Вот только пара километров высоты начинается с предгорья, которое может оказаться на километр ниже того самого уровня моря, Балтийского, между прочим. А если говорить о том, что мне действительно неприятно, так это то, что огромные достижения России, которые полвека назад были бы воспеты как настоящие подвиги, в наши дни стали незаметными, тривиальными новостями одной строкой. А стоит ведь, хотя бы задуматься, хотя бы представить то, что сделано уже без советской власти и плановой экономики, в том числе в условиях тотального безденежья и полного бардака 90-х. От Нерюнгри трасса Аяма, Амуро-Якутской магистрали,
Железная дорога в 2019-м совсем недавно дошагала до Нижнего Бестяха. Более 1200 километров там, где не справилась великая наша советская власть. Над Леной строится автомобильный мост. То, о чем можно было только мечтать предыдущие несколько столетий. Завершат, и огромная часть Дальнего Востока перестанет быть сухопутным островом, пробраться на который можно было только из акватории Северного морского пути по Лене да по Колыме. В 2006 году ругаемый «Газпром» повел железнодорожную трассу от станции Обская на север, совсем на север, поверх тундры, поверх вечной мерзлоты, чтобы в 2011-м довести ее до станции Карская, 525 километров самой северной в мире железной дороги. Мы делаем то, что не удалось сделать нашим предкам, и умудряемся даже не замечать этого. После Амуро-Якутской магистрали совершенно внезапно в бой пошли частные компании, что вообще не укладывается в мою личную логику. Мечел так и вовсе ее взорвал в самом буквальном смысле слова. Так называемый Малый Бам от Тынды до Недринки в прошлом веке прошел сквозь становой хребет знаменитым в свое время Нагорным тоннелем на высоте более километра над уровнем моря на перегоне от станции Магот до станции Рихарда-Зорге длиной более 1200 метров. Образец инженерного искусства. В 2010 году частная компания «Мечел» пришла достраивать начатую еще Министерством путей сообщения трассу от станции Улак на Баме до Эльгинского угольного месторождения. Да, геологи еще в 80-е нашли удачную седловину южной части станового хребта между бассейнами рек Юдома, Амурская часть, и Тампо-Эльга, Якутская часть. И наивысшей отметкой стал район Перевального плато, 160 и 180 километров трассы. 1100 метров над уровнем моря. Но давайте широкими мазками, как это было. До 1,2 тысяч тонн взрывчатки на 1 километр трассы в наиболее скальных зонах. Взрывы формировали траншеи и террасы под насыпи. Глубина выемок до 30 метров. Профессиональные железнодорожники из Дальтрансстроя ничего подобного не видели. Но для угольщиков взрывы – это штатная технология, поскольку лучше 3000 зарядов, чем один тоннель на 3 километра. Так что какой такой проходческий щит для тоннеля? Аманал, отбойный молоток и буровая установка на снегу. Рвали породу в морозы, когда она ломается чище, а мерзлота держит откос. На 321 километр трассы более 100 мостов и путепроводов. Но результат – ограничения уклонов до не более 10-12 градусов, поскольку дорога предназначалась под тяжелые составы с углем. Да, Мечел не потянул Ильинский проект. Причины можно перечислять долго, но об этом еще успеем поразмышлять. Просто факт. В 2011 году на Ямале «Газпром» завершил строительство железной дороги от станции Обская до станции Карская в невероятных условиях тундры с ее огромными летними разливами рек. 525 километров. Мечел ввел в эксплуатацию 321 километр трассы от Улака до Ильги. И в том же году Якутская железная дорога, на тот момент бывшая самостоятельным юридическим лицом, стартовала от Неринга на север, к столице республики. 3 невероятных проекта. 3 совершенно новых железных дороги в условиях, которые ни в одной стране мира никому из дорожных инженеров даже в самом кошмарном сне привидеться не могут. Вы все еще уверены, что нам перед нашими отцами и дедами можно только краснеть, буравя взглядом пол? Не выходя из региона, продолжим. В 1999 году было возобновлено строительство Бурейской ГЭС, советского долгостроя, начатого еще в 1978 году, но из-за безденежья остановленного в трижды проклятом 1991. Кстати, почему-то принято считать, что Бурейская ГЭС – это чисто Амурская область, но часть водохранилища и левый его берег – это еврейская автономная область. У нас не Израиль. У нас с засухами проблем нет. Так что, полагаю, жителям этого государства стоит задуматься-то. Уж больно название хорошее. К Анатолию Чубайсу можно относиться по-разному. Я так вот его просто ненавижу. Но факт остается фактом. В 1999 году именно этот шельмец изобрел невероятную схему финансирования, и стройка ожила. И уже в 2003 году красавица ГЭС была принята в эксплуатацию. 140 метров высоты, 740 метров длины, ширина по гребню 12 метров и 6 гидроагрегатов по 335 мегаватт каждый. Общая мощность в 2 атомных реактора – 2010 мегаватт. Вот только при всем моем почтении к атомной энергетике и к Росатому в частности, служить России Бурейская ГЭС будет куда как дольше, чем атомная электростанция. Спойлер. Если интересно, пишите. Буду уговаривать Ивана Сливу заглянуть в гости, чтобы расспросить его обо всех подробностях этого проекта и об истории его строительства. За это что, тоже должно быть стыдно, господа, извиняющиеся перед Юрой? Вот она, Бурейская ГЭС с высоты птичьего полета.
А вот ее водосброс. И попробуйте сказать, что это некрасиво. Десятилетием позже, в 2014 году, и куда как севернее, в Красноярском крае, был завершен еще один советский долгострой на Ангаре. Богучанская ГЭС. Вот она на карте, на всякий случай. Хотя я, конечно, уверен, что все ведь и без меня помнят. Четвертая, самая нижняя часть Ангарского каскада. Стройка стартовала в год Московской Олимпиады. Ее тянули аж до 1994 года, когда из-за недостатка финансирования пришлось морозиться, в самом буквальном смысле этого слова. Возобновить строительство удалось тоже при необычных обстоятельствах за счет согласования частно-государственного партнерства между «Русалом» и «Росгидро». Это на сегодня единственный пример в истории современной России. В 2007-м стройка ожила. И тут масштаб еще более могучий. 96 метров высоты, 829 метров длины и 9 агрегатов по 333 мегаватта каждый. То есть общая установленная мощность 2997 мегаватт. Или 3 реактора ВВР-1000. С лета 2015 года выведено на полную мощность. И на Богучанку нельзя не засмотреться. Дальше больше. Поскольку Росгидро, при всем ее непростом финансовом состоянии из-за угольной дальневосточной генерации, собирая по крохам, по банкам, продолжала до самого последнего времени. Покорив реку Бурею, гидростроители решили действовать по классической схеме. Если построена крупная плотина, ниже по течению обязательно должна появиться еще одна, меньшего масштаба, но регулирующая сбросы воды, чтобы, с одной стороны, не было перелива и подтопления ниже по течению, с другой, чтобы генерация электроэнергии была надежной, потребителям на радость, диспетчерам, регулирующим пики спроса и вовсе на счастье. В 2010 году состоялась закладка первого бетона Нижнебурейской ГЭС. В 2017 году уже началось заполнение водохранилища. В 2019 году все 4 гидроагрегата по 80 мегаватт были введены в эксплуатацию. 320 мегаватт по сравнению с 2010 мегаваттами Бурейской ГЭС выглядит скромно. Но выработка большей, верхней ГЭС, выросла в среднем на 100 миллионов киловатт-часов. Но если честно, то скромность по установленной мощности вовсе не означает скромности прочих параметров. 43 метра высоты и 746 метров длины. И есть на счету Росгидро еще один сдвоенный плотина-контрплотина проект, который лично я считаю самым, пожалуй, фантастическим. В 1974 году в Магаданской области на славной Колыме стартовало строительство крупнейшего в мире ГЭС из числа построенных в условиях устойчивой вечной мерзлоты – Колымской. Я не нашел точных данных, какой толщины в районе ГЭС достигает слой мерзлоты. И это, между прочим, еще один намек на то, что с Иваном Сливой нам есть о чем поговорить. 20 лет ушло на возведение этого мирового рекордсмена. 128 метров высоты, 1100 метров длины, 6 гидроагрегатов по 150 мегаватт. Завершение строительства, монтаж и пуск агрегатов – 1994 год. И я не очень представляю, как это удалось в лихие 90-е. Еще более невероятно то, что в 1991 году, несмотря и невзирая, наши гидростроители начали строительство контрплотины Усть-Среднеканской ГЭС ниже по течению на расстоянии 217 километров от Колымской ГЭС. История строительства, сдается, стоит отдельной книги. Временные рабочие колеса и гидроагрегаты, затем уже проектные, доставка многосоттонного оборудования по Колымскому тракту. Общая длина плотины 2100 метров, максимальная высота 74 метра. Из декабря прошлого 2024 года 4 гидроагрегата по 142,5 мегаватт. Общая мощность 510 мегаватт. История ее строительства – фактически кусочек, славный такой кусочек истории современной России. С трудностями из-за финансирования, с огромными сложностями из-за 60-градусной зимы и полнейшей удаленности от обитаемых мест. Усть-Среднеканская ГЭС в строю. Нет, Юр, не слушайте их. Умеем мы в полимеры, умеем. Умеем там, где не получилось, не срослось в советской власти. Я, с вашего позволения, сегодня не буду про новые угольные и газовые электростанции Дальнего Востока, про модернизированных старичков, да даже про академика Ломоносова не стану. Во-первых, слишком много получится. Во-вторых, на фоне ГЭС все эти замечательные источники генерации электрической и тепловой энергии приходят и уходят, а ГЭС практически вечны. Осенью 2022 года Владимир Путин с трибуны Восточного экономического форума взял да и повторил вслух то, что для Дальнего Востока является непререкаемой истиной. Энергетика должна развиваться опережающими темпами. У Росгидро и ее внезапного помощника в лице «Русала» это до последнего времени получалось. Удастся ли продолжить такой подход? Нет у меня ответа на этот вопрос. Но это отдельная, огромная, если честно, то для меня больная тема. Обязательно вернемся.
Очень надеюсь, что те, кто хоть немного интересуется Россией за пределами наших мегаполисов и не посвящает каждую свою минуту самой важной для нас заботе, возвращению наших земель в состав России, подозревают, что вот прямо сейчас я начну рассказ еще и о Тихоокеанской железной дороге. Да, это действительно произошло. Этим летом она введена в строй, связав Якутию напрямую с Хабаровским краем. Про это говорили многие и многое. Да, компания «Эльга-Уголь» на сегодня владеет и управляет самой протяженной частной железной дорогой, поскольку в ней теперь уже два участка. 320 километров от месторождения до БАМа и 650 километров до порта, который назвали Эльгой, с учетом разъездов 1000 километров. Мне вот эта картинка, честно украденная с сайта самой компании «Эльга-Уголь», кажется куда как честнее, чем более общие схемы, которые чертят приблизительно вот так. Ну, не бывает железных дорог, проложенных по линейке Лекало в реальной жизни. Изгибы маршрута – это, во-первых, совершенно честно. Во-вторых, дает минимально возможное объяснение тому удивительному факту, что при строительстве участка от месторождения Эльга до Охотского моря сумели обойтись без взрывных работ. Вот только для того, чтобы правильно оценить значение Тихоокеанской железной дороги, я предлагаю внимательнее присмотреться к двум горным системам Якутии. К Становому хребту, который фактически отделяет ее от Амурской области, и к хребту с не очень простым названием Джугджур. Мечте проломиться сквозь него уже чуть ли не 500 лет, и я сейчас не шучу. Понимаю, что исторические и географические темы – это уже совсем не геоэнергетика, но очень уж интересно. Но не сегодня, а только в том случае, если это и вам, уважаемые зрители и слушатели, кажется достойным внимания.